Всем привет! Канал Математические эксперименты. Сегодня у нас на повестке комбинаторика, а именно числа Каталана. Это такая не очень сложная тема, но при желании можно дойти и до сложных вещей, например, до распределения простых чисел, что я и делаю. Эта задачка когда-то меня очень сильно вдохновила, и когда я был школьником, я прямо был удивлен, что есть такие замечательные интересные задачки по программированию. Задачка в следующем. На вход подается скобочное выражение из круглых скобок. И нужно определить, правильно это скобочное выражение или нет. Вот здесь вот нарисованы правильные скобочные выражения. Там скобочки сбалансированы. А вот примеры неправильных скобочных выражений. В правильных скобочных выражениях не просто количество скобочек, открывающихся и закрывающихся, должно быть одно и то же. Вот, например, здесь это так, но все равно скобочное выражение неверное. Также здесь тоже количество скобочек открывающихся и закрывающихся одинаковое. Но при этом здесь вот есть две закрывающиеся скобочки, тогда как открыта только одна. Поэтому вот эта скобочка, она как бы неправильная и делает все это выражение неправильным. Есть вообще три задачки на эту тему. В каждой комбинаторной задачке есть три задачки по программированию. Во-первых, проверить, что объект принадлежит тому множеству, которое ты рассматриваешь. Второе, посчитать количество объектов определенного размера. И третье, научиться генерировать объекты заданного размера. Эти три задачки это прямо вот некоторая тестовая штука, нравится вам программирование или нет. Правильных скобочных выражений длины 2, ну то есть одна пара скобок, одна штука. Правильных скобочных выражений из двух пар две штуки. Правильных скобочных выражений из трех пар скобок 5 штук. Дальше 14. Попробуйте сами выписать все 14 скобочных выражений длины 6. Как я сказал, основная часть будет простая, но потом мы погрузимся в более сложные вещи, в то, как можно с помощью чисел Каталана оценить распределение простых чисел, а также познакомимся с фрактальными функциями, я их так назвал. И идея заключается в том, что каждому скобочному выражению мы будем сопоставлять путь из стрелочек. Открывающаяся скобочка, стрелочка вверх, закрывающаяся, стрелочка вниз. Сейчас я покажу сетку, по которой мы будем ходить. Вот такая вот сетка, мы по ней будем ходить по стрелочкам. Но я лучше ее буду рисовать в таком виде, без стрелочек, чтобы не загромождать рисунок. Сейчас все станет понятно. Вот эта функция, она как раз из скобочного выражения генерирует путь по этой сеточке, где можно двигаться только вправо, либо вверх, либо вниз, но всегда вправо. Вот. Скобочное выражение такое превращается в такой вот жирный путь по этой сетке. Скобка открывается, шагаем вверх. Скобка открывается еще раз шагаем вверх. Потом две скобочки закрываются, шагаем 2 раза вниз. Открывается, закрывается. Ну, идею вы поняли. Давайте посмотрим, как выглядят пути для разных скобочных выражений. И вот это вот соответствие между путем в графе и правильным объектом, я прямо очень порадовался в школе, когда увидел это соответствие. Вот пример плохой строки из скобок. Здесь мы опускаемся ниже земли. Видите, тут 3 закрывающиеся скобочки идут после 2 открывающихся. И мы оказываемся ниже земли. Скобочное выражение правильное, когда оно не уходит ниже земли. Вот это еще один пример плохого скобочного выражения. Итак, функция isCorrect, которая проверяет, что скобочное выражение правильное, устроена просто. Мы двигаемся по этой сетке и следим, что мы не оказались ниже земли. А в конце мы должны оказаться на уровне земли. Сплит делит строку на отдельные символы. Мы узнаем, сколько есть символов. Далее мы проверяем, что мы выше земли. Это ось Y. И что мы не дошли до конца.
X это у нас ось горизонтальная, Y это ось вертикальная. Мы берем очередной символ C. Если он открывается, то шагаем вверх. Если закрывается, то шагаем вниз. А x всегда увеличивается на единицу с каждым символом. В конце мы проверяем, равен y нулю или нет. Если мы по ходу дела обнаруживаем, что мы оказались ниже нуля, то мы выскакиваем из цикла по этому условию. И здесь false. Ну, а если мы дошли до конца, то мы должны убедиться, что в конце у нас y равняется нулю. Вроде работает. Следующий сложный код уже, когда у вас есть два вида скобок. Там у вас возникает понятие стека. Может, мне стоит сначала картинку показать. Идея в следующем. Мы просто раскрашиваем путь в два цвета. Квадратные скобочки это голубой, оранжевый это круглые скобочки. И мы следим, чтобы закрывающаяся скобочка была нужного цвета. Чтобы вот на одной горизонтали были стрелочки одного и того же цвета. Здесь вот мы 3 раза открываем круглые, двигаемся оранжевым. Потом голубое это квадратное, открыли. И голубым же и закрыли. А потом 3 раза закрываем оранжевым. Мы вводим понятие стека. Мы как бы помним незакрытые скобки. Вот на этом рисунке, если мы доходим до этой точки, то наш стек должен состоять из 3 объектов. Оранжевой скобки, голубой и снова оранжевый. Когда мы шагаем вниз, мы должны брать с вершины стека, что там есть, и проверять, что цвет совпадает. Ну, давайте посмотрим на код. Снова делим строку на отдельные символы. И пока мы не дошли до конца, и пока все хорошо, берем очередной символ C. Если он открывающийся, тогда помещаем его в стек. Чтобы помнить, потом мы должны его закрыть. Стек это просто список, и мы кладем в конец списка. Если же у нас поступила закрывающаяся скобка, то мы проверяем, что у нас что-то в стеке есть, что мы должны закрыть. Если там пусто, то ошибка. Мы пытаемся закрыть скобку, а закрывать нечего. Если он пуст, то мы немедленно ругаемся. Иначе, если он не пуст, берем последнюю скобку в стеке, удаляем ее оттуда и проверяем, что она того же типа. Мы взяли из стека символ CS и проверяем, что его тип совпадает с типом поступившей скобки. Если это не так, ругаемся. Ну и в конце каждой итерации шагаем вправо. X увеличивается на единицу. В конце проверяем просто, что все хорошо. И это и есть результат. Ну вот как-то так. Можно, соответственно, написать программу, которая вычисляет количество скобочных выражений. Я это сделаю только для одного вида скобок. Как это делается? Вместо того, чтобы решать одну конкретную задачку, вычислить количество правильных скобочных выражений длины 2n, я погружу мою задачку во множество задачек, параметризованных x, y. Я буду решать большее множество задачек. А именно, я буду считать количество путей до любой точки x, y в этой сетке. Количество путей до точки x, y складывается из двух чисел. Вот до этой точки мы можем добраться двумя способами. Как-то добраться до этой точки и потом шагнуть. Либо как-то добраться до этой точки и потом шагнуть вверх. Значит, зная количество путей до этой точки и до этой, мы знаем количество путей до этой точки. Просто складывая эти два числа. Такая вот простая идея. И вы можете сами на бумажке заполнить эти числа. Вот напротив каждого пересечения, напротив каждого узла написать, сколько способов до него добраться. Вот здесь вот будут стоять единички. Здесь тоже один. Я этого не проделал, проделайте это сами, пожалуйста. В итоге код получается простой.
Э, Количество путей до x, y это сумма количества путей до x минус 1, y минус 1 и x минус 1, y плюс 1. Но мы должны проверить, что мы не оказались ниже Земли. Вот, например, у этой вершины нету одного слагаемого, вот этого. А вот у этой вершины нет слагаемого верхнего. Поэтому у меня здесь стоят два ифа. Кроме того, я здесь делаю memoization. Как только я что-то вычислил для x, y, я это запоминаю в символ count paths просто как mapping. X, y в готовый ответ. Эта техника называется memoization. В итоге, то, что я тут делаю, называется динамическое программирование. Вот эта идея погружения своей задачки в параметрическое множество задачек и потом последовательное вычисление всех задачек. И получается, что у нас динамическое программирование сверху, рекуррентная формула с memoization. Проверяю. Действительно, 5 скобочных выражений. Длины 3 пары. Вот мы впервые видим первые 10 чисел Каталана. Это называется числа Каталана. Для чисел Каталана есть рекуррентная формула, которая позволяет вычислять их побыстрее, нежели вот по этому алгоритму. Смотрите, какая тут идея. Можем разбить все пути из точки А в точку Б на такие группы. Группа, где первое касание происходит вот в этой точке. Ну и вообще мы как бы каждую точку можем выбрать для первого касания и рассмотреть группы путей, где первое касание происходит в конкретной заданной точке. Первое касание Земли. Пусть, например, первое касание Земли происходит здесь. Тогда множество путей такого типа складываются из множества путей, где вот в оранжевом треугольнике все что угодно происходит, и в синем треугольнике происходит все что угодно. А здесь вот мы шагаем вверх, здесь шагаем вниз, и в оранжевом треугольнике находится правильное скобочное выражение, которое не пускается ниже оранжевой линии. То есть, вот конкретно вот эта вот группа путей складывается из произведения путей длины 3 пары и путей длины 6 пар. Соответственно, если бы мы эту точку касания первую переместили сюда, у нас было бы c2 умножить на c7. Почему произведение? Потому что любой путь здесь можно сочесть, можно сочетать с любым путем здесь. Формула рекуррентная выглядит таким образом. Записываем. Снова пишем memoization. Называем функцию c. Фиксируем некоторое значение. Проверяем. Работает. 5, 14, 42, 132. Прекрасно. Смотрим на логарифм от чисел Каталана и видим, что логарифм растет примерно линейно. Хорошо. Интересное наблюдение. Пристально вглядываемся в числа. Обратите внимание. Тут идет ряд чисел, которые делятся на 10, на 5, которые делятся на 5. Много подряд идущих чисел, которые делятся на 5. Но потом это ломается. Давайте посмотрим остаток деления на 5 для первых 70 чисел Каталана. Да, такие появляются здесь прямо под последовательностью нулей. Интересно, для семерки это то же самое? Да, для семерки это то же самое. Встречаются длинные последовательности подряд идущих чисел Каталана, которые делятся на 7. Дальше можно поизучать, в каких местах встречаются числа, которые имеют не нулевой остаток. И вот одно мое наблюдение. Для степеней тройки, когда мы берем в качестве n степень тройки, cn получается, что не делится на тройку. Более того, имеет фиксированный остаток 2. То же самое верно и для 5, и для 7. Интересная гипотеза. Надо будет как-нибудь ее попытаться доказать.
Давайте перейдем к явной формуле. Она есть, и она выражается через факториалы. Как можно прийти к этой формуле? Вот, кстати, я не знаю, как прийти к этой формуле просто. Я знаю, как к ней прийти через производящие функции. Производящие функции очень сильный инструмент для того, чтобы анализировать асимптотику и получать явные формулы для самых разных последовательностей. Например, для последовательности чисел Фибоначчи можно записать производящую функцию вот такую вот. Это бесконечный ряд, сумма бесконечного ряда, где коэффициенты это числа Каталана. И сейчас мы будем изучать эту функцию. Получим для нее формулу и выведем явную формулу для чисел Каталана. Мы сделаем это, используя нашу рекуррентную формулу. Вот эти вот тождества мы получили с вами. И смотрите, как интересно получается. Вот в этой сумме суммы индексов равны 3. 1 плюс 2, 3, 2 плюс 1, 3, 3 плюс 0, 3. И это нам подсказывает взять вот это произведение. Берем произведение. И смотрите. При x в степени 3 получается вот эта штука, а это как раз вот эта величина. То есть здесь стоит c4. Здесь то же самое. Вот это выражение и есть вот эта штука. И так далее. Давайте запишем с числами. Мы взяли бесконечный ряд, где коэффициенты числа Каталана, возвели его в квадрат и получили снова ряд, где коэффициенты числа Каталана. Только раньше 14 стояло при x в 4, а теперь это стоит при x в 3. Значит, мы результат возведения в квадрат давайте домножим на x. У нас получится x плюс 2x квадрат. Добавим единичку и получим то, что у нас раньше было. Снова f от x. Верно, следующее тождество. Это как бы функциональное тождество для производящей функции чисел Каталана. Решаем и смотрим, что ответ, который нам дан, действительно подходит. Коэффициенты, которые получаются в разложении в ряд Тейлора, это числа Каталана. Можно присмотреться конкретно вот к этой компоненте. Вот тут уже почти готовый ответ есть, только знаки минус и 1/2 лишние. И здесь вот как раз происходит избавление от этой 1/2. У этой функции есть явная формула для коэффициентов в ряде Тейлора. Вот. И кто изучал анализ, тот знает эту формулу. Можете посмотреть видео про это у меня на канале. Вот это вот видео. Ссылки будут внизу на все интересные полезные штуки. Анализом этой формулы мы потом займемся. Давайте сейчас по-быстрому еще напишем функцию для генерации всех правильных скобочных структур заданной длины. Вот. Функция, которая возвращает все скобочные выражения заданной длины. 4 это 4 пары скобок. Функция генерации основана на формуле рекуррентной. Каким образом? Мы идем в цикле по i, генерируем скобочное выражение длины i и генерируем скобочное выражение длины n минус i минус 1. Потом берем прямое произведение этих двух множеств. Прямое произведение в математике записывается через tuples. Мы берем множество пар, где первый элемент пары это элемент отсюда, а второй элемент пары это элемент отсюда. P префикс и S суффикс. Префикс мы окружаем вот такими вот скобочками. Эта операция в математике обозначает конкатенацию строк. Вот. Мы, получается, делаем новое скобочное выражение из префикса суффикса. Эта штука и есть идея с этой картинки. Префикс это какой-то оранжевый путь в этом оранжевом треугольнике. А суффикс это какой-то синий путь.
Итак, мы добавляем круглую скобочку открывающуюся, потом префиксный путь, потом скобка закрывается, а потом суффиксный путь. Окей. Ну что еще у нас есть тут интересного? Числа Каталана могут нам помочь дать еще одну формулу вычисления π. Вот, мы уже поняли, что логарифмы от чисел Каталана растут примерно линейно. И давайте попробуем разобраться с этой линейной зависимостью. Первое. Выясняется, что этот коэффициент при n, когда мы приближаем логарифма чисел Каталана, он равен логарифму 4. То есть числа Каталана примерно равны 4 в степени n. Давайте разделим логарифм чисел Каталана на n и на логарифм 4. Получим, значит, штуку, которая стремится к единице. Хорошо. Ну, в общем, дальше я тут занимаюсь классическим своим делом. Пытаюсь вычленить компоненты в зависимости логарифма чисел Каталана. И получаю такой ответ, что чисел Каталана, логарифма чисел Каталана, это, во-первых, логарифм 4 умножить на n, потом минус 3 вторых от логарифма n, и еще какая-то константа. Эту константу я как бы здесь подбирал, чтобы график шел асимптотически примерно к нулю. Можно взять побольше n. Формула позволяет взять там и 100 миллионов, и миллиард. Ну, я тут уже не буду заморачиваться. В общем, этот остаток связан с числом π. Он равен единице на корень из π. Математика этот предел прекрасно знает. В общем, есть такая вот формула, приближенная для чисел Каталана, где есть корень из π. Первая главная компонента это 4 в степени n. Потом надо разделить на n в степени 3 вторых. И еще разделить на корень из π. Эта формула получается из явной формулы и формулы Стирлинга. Попробуйте сами это проделать. Ну а вот формула вычисления приближенного числа π. Это очень медленно сходящаяся штука. Just for fun, что называется. Для того, чтобы получить 12 знаков правильных, нужно взять нечто экспоненциально зависящее от этого числа 12. Количество правильных знаков числа π в этой формуле логарифмически зависит от n. При этом, чтобы получить n число Каталана, например, по рекуррентной формуле, надо вычислить все предыдущие n чисел Каталана. На каждое число требуется, на n число требуется n операций. Там получается квадратичное количество сложений и умножений. Но сами числа, они тоже длинные, они имеют n знаков. Поэтому там получается вообще кубическая формула, если реализовывать вычисления чисел Каталана по рекуррентной формуле, используя длинную арифметику. Но можно быстрее, если использовать явную формулу через факториалы. Впрочем, число π можно было бы вычислять непосредственно из формулы Стирлинга. Вот я это здесь попробовал. И там тоже получается логарифмическая зависимость точности полученного числа π. Хорошо. Итак, мы получили несколько формул для вычисления чисел Каталана. 3 штуки. Через количество путей, через рекуррентную формулу и через явную формулу. Асимптотику увидели, что это примерно 4 в степени n. И я вам рассказал про более точную формулу, которая основана на приближении Стирлинга. Явную формулу через факториалы мы получили, используя производящую функцию. Производящие функции – это очень классный инструмент. Вообще, когда начинаешь что-то делать через производящие функции, уже не хочешь делать это как-то по-другому. Мы обнаружили также с вами интересное поведение для остатков от деления на p. Там есть большие промежутки чисел, которые делятся на простое число p. Для любого простого числа. Мы это с вами изучим
в бонусной части, вот здесь вот. И мы с вами получим различные оценки для распределения простых чисел. Напоследок еще хочется сказать, что эти три комбинаторные задачки — вычисление количества объектов, проверка объекта на правильность и генерация всех правильных объектов — это прекрасные задачки для того, чтобы познакомиться с программированием вообще. И если у вашего ребенка, так сказать, светятся глаза, когда он знакомится вот с этими тремя задачками на примере скобочных выражений, то это признак, что у него есть какая-то склонность к программированию. И не так важно, решит он их или нет. Важно, интересно ему или нет. Готов ли он провести час или больше, думая про эти задачи. На сегодня все. Пока. Смотрите бонусное видео. Там в описании я привожу обычно разные интересные ссылки, полезные для изучения. Оставляйте комментарии, что интересно, что нет, какие темы вас интересуют. Пока.